Всем привет, друзья! Этим видео я хочу продолжить серию роликов о выращивании качественной рассады огурцов. И сегодня наступило время проводить следующий шаг. Друзья, я напомню вкратце, что мы уже делали по получению вот таких растений. Во-первых, 9 дней назад мы провели посев семян огурца в кассеты. Сейчас видите на своих экранах, как я это все делал. Через 3 дня мы получили достаточно дружные всходы посеянных семян. И вот смотрите, что мы на данный момент имеем. И что можно сделать с этими растениями сегодня. А все дело в том, что, во-первых, растения уже сомкнулись листьями, хотя это семидольные только листочки, но они уже сомкнулись и начинают друг другу мешать. Если вы выращиваете в маленькой кассете, вот как мы выращиваем, 55 кубических сантиметров величина рассадной ячейки, друзья. И достаточно плотно растения находятся все равно на единице площади, поэтому они уже начинают конкурировать за свет и начнут тянуться. Давайте теперь посмотрим, как чувствует себя корневая система этих растений. Перед тем, как вынимать растения из рассадной ячейки, вот у нас есть такие отверстия небольшие. Во-первых, видно уже корневую систему, которая появилась внизу. И понятное дело, что земляной ком держится достаточно прочно, поэтому так не надо делать. Вот пальчиком, если у вас есть вот такое отверстие, мизинцем делать очень хорошо. И смотрите, что получается. Мы вот так вот все проходим, все растения. Видите, немножко подрываем вот это как бы слипание кассет с земляным комом. И уже сейчас мы можем таким образом свободно достать растения из ячейки. Смотрите, корневая система. Это второй признак, что уже необходимо проводить пересадку. От размера стакана будет зависеть то, через сколько времени придется нам высаживать огурцы уже в грунт на постоянное место развития. И, друзья, вот бензопила работает. Это соседи, они топят дровами свои теплицы. Они топят теплицы и выращивают ранние огурцы. Поэтому я думаю, надеюсь, что не будет вам мешать бензопила. Люди делают свое дело, ну а мы будем продолжать делать свое дело. Итак, друзья, вот я еще раз повторю, что размер стаканчика будет влиять на то, через сколько времени вы будете проводить высадку. В большом стакане можно будет подержать подольше, но буквально дней на 5. Вот разница между этими стаканами по величине даст нам разницу по содержанию рассады до высадки дней 5, не больше. Вот что касается, еще раз вернемся к огурцам в кассете. Если мы еще 2, 3, 4 дня передержим их здесь, друзья, смотрите, видите сами, у огурца подсемядольное колено вытягивается очень-очень быстро. Поэтому каждый день передерживания в рассадной кассете будет приводить к их вытягиванию. В проведении пересадки из кассеты в рассадный горшок на первый взгляд ничего сложного нет, друзья. Но главное здесь условие, это чтобы совпадал размер углубления, которое мы сделали, с размером земляного кома, в котором находится, собственно, корневая система. Давайте вместе с вами и примерим. Немножко мы на сантиметр буквально проведем заглубление. Вот таким вот образом. Все отлично, у нас совпало. И вот так вот приминаем. Но это было проверочное. Почву лучше бы, конечно, полить немножко, но мы подготавливали почву и наполняли эти стаканы, когда было солнце, и она немножко подсохла. Друзья, смотрите, ну, корневая система, на мой взгляд, просто прекрасная. И можно было бы, в принципе, еще 2-3 дня подержать, корню не было бы здесь тесно. Он бы заполнил еще плотнее рассадную ячейку. Но, еще раз напомню, вот листья уже сомкнуты, рассада бы потянулась. Вот так вот проводим высадку. Это, на мой взгляд, занятие приятное, конечно же, когда мы делаем, расширяем жизненное пространство для наших растений. Смотрите, вот теперь вот 3 растения, да, как им теперь привольно. Если вы проводите выращивание своей рассады в плодородной почве, то, в принципе, с подкормками можно не спешить. Растению повышенное питание будет необходимо в тот момент, огурцу, во всяком случае, когда уже пойдет у него потребность в наполнении плода. Когда появится завязь, ну, может быть, раньше немножко, будем смотреть по растению, по его самочувствию, как оно выглядит. Но я обязательно в своих видео, если мы будем проводить подкормку огурца еще в рассадном состоянии, это буду показывать. Но будем наблюдать. Я пока не вижу предпосылок для проведения подкормки этой рассады в ближайшее время.
Единственное, что сейчас проводим полив после такой пересадки. Можно теплой водой температурой 25-30 градусов. А можно водой с применением какого-либо укореняющего средства типа Радифарм, 20-25 мл Радифарма на 10 литров воды. Можно янтарной кислотой из расчета 2 грамма янтарной кислоты на 10 литров воды. Либо какими-то другими укореняющими средствами. Они не являются подкормкой, но они являются стимуляторами развития корневой системы. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.